Итак, я тебе сейчас расскажу 5 примеров бизнесов, в которых казалось невозможно внедрить автоматизацию, но которая была внедрена и показала очень классные результаты. Пример первый. Салон красоты. Владельцы салона красоты на каждой странице со своими услугами выложили небольшой блог. Страница косметолога ухода за лицом. Внизу блог. Хочешь получить сезонные советы по уходу за своей кожей от нашего ведущего косметолога? И небольшое описание, что, мол, на каждый сезон, там весна, лето, зима, осень, конкретные советы, какие крема применять, какие средства применять, какие вечером, какие утром, вот такой вот PDF. Хочешь получить, оставляй email или выбирай мессенджер. Что дальше? Человек оставляет email или выбирает мессенджер. С помощью Smart Sender или Time Digital CRM ему отправляется сразу же письмо или ссылка в мессенджер на этот PDF. Ну, естественно, нужно создать этот PDF, но это времени максимум на полдня. Дальше клиенту начинают с периодичностью раз в неделю приходить какая-то полезная действительно информация о уходе за волосами, например. Сейчас сезон дождей начинается. Обратите внимание, что кожа в этот момент там тыры-пыры. Или сейчас заморозки. В это время очень важно пользоваться таким кремом. И сразу дают, кстати, ссылочки на крема, которые продаются у них в салоне красоты, у них мини-интернет-магазин. То есть сразу идут до продажи, дополнительная монетизация. И клиенты очень отзывались на эту монетизацию. Клиент прекрасно понимает, что ему советуют конкретное средство, осталось нажать купить, и это средство доставит ему домой. А так нужно идти в какой-то магазин, искать это средство, выискивать, выбирать, сравнивать, какие-то действия дополнительные делать, а тут сразу предлагают. Соответственно, у них поднялись хорошо вот эти вот до продажи. Кроме того, они вычисляли примерные промежутки, когда человеку пора стричься, когда человеку пора к косметологу. К примеру, они выяснили, что к косметологу в среднем раз в 3 недели, стригутся в среднем раз в 5 недель. И они шлют такие уведомления. То есть, когда прошло уже 5 недель с последнего визита, человеку приходит уведомление. Пора бы вам постричься, вот такие-то свободные даты. Вот такие вот свободные даты. И ссылка, например, на расписание, в которое можно сразу записаться. Или давно вы не были у косметолога, и сразу же ссылочка на даты, когда можно записаться. Благодаря внедрению этой штуки, этот салон красоты стал франшизой и распространял в дальнейшем вот эту вот свою методику привлечения клиентов уже другим людям, зарабатывая с процентов от их прибыли. Второй пример – это юрист. Казалось бы, да, действительно, юрист такая серьезная услуга, какая там автоматизация. Юрист – специалист в криминальном и административном праве, который работает с частными людьми, у которых какие-либо проблемы с законом. Сразу хочу сказать, что проблемы с законом могут быть у любого из нас, особенно в СНГ. Начиная от нарушения правил дорожного движения и заканчивая ситуациями, когда какие-то могут быть там подставы, что угодно. Что делает этот юрист? Он на всех своих страничках размещает информацию. Он на всех своих страничках размещает блог, вида, введи email или зарегистрируйся в мессенджере и получить чек-лист общения с органами власти. То есть, например, если они тебя останавливают, они должны предъявить согласно пункту такого-то, закона такого-то это, они должны там 2 понятых найти и четко прописаны нормы закона и что они должны сделать. Все это красиво описано, упаковано, чтобы человек якобы сразу мог общаться. После того, как юрист получает email этого человека или мессенджер, он ему начинает слать разные кейсы, разные ситуации, что вот там остановили человека за превышение, а там превышения не было, или вот что человеку что-то подкинули, и начинают человеку какие-то полезные дополнительные файлики присылать. Например, телефон коррупционных служб, куда ты можешь пожаловаться, если от тебя взятку требуют, да, и там телефоны служб разных министерств, и внизу если ничего не помогло, и мобильный номер телефона этого юриста. Потом еще какую-то подборочку, где внизу мобильный номер юриста. Еще какую-то подборочку, где внизу мобильный номер юриста. И он уже столкнулся, этот юрист, с тем, что ему начали звонить люди, которые от него непосредственно ничего не получали. Они этот файлик распечатанный или как-то по почте получали от своих друзей, которые были у него в базе. То есть люди в базе передавали своим друзьям. Впоследствии с помощью этой автоматизации юрист уже создал целую свою адвокатскую компанию. Все это вышло уже совсем на другой оборот. Третий кейс, третий случай – это агентство недвижимости. Как найти людей, которые ищут аренду недвижимости, которым прямо сейчас нужно снять квартиру? Эти ребята сделали буквально за неделю у дизайнера за небольшие деньги, заказали комикс 10 самых популярных разводов при сдаче квартиры. Причем они сделали 2 таких комикса для арендодателя и для владельца квартиры. Как тех разводят и как тех. И там комиксы, видно, там пришел человек, а квартира уже сдана другому, а он заплатил предоплату, вот такой вот комикс. И он предлагает скачать этот комикс, опять же, за email или за добавление в мессенджере. Получая контакты людей, они начинают им слать различные реальные случаи разводов, как разводят, как владельцев квартир, так и тех, кто берет в аренду эти квартиры. И каждый раз внизу красной нитью, и каждый раз сквозь сообщение красной нитью проходит информация о том, что очень важно заключать договор перед тем, как снимать квартиру. И стоит ссылочка на типовый договор. Кажется, ну да, все вообще прекрасно. Люди скачивают типовый договор и идут сами без риэлтора, подписывают его с владельцем квартиры или еще кем-то. Но тут риэлтор
Но на странице с договором и в самом договоре риэлтор пишет, что он не просто человек, который подбирает квартиру, он человек, который лишает головной боли других людей. О чем речь? Дело в том, что заставить человека подписать какой-то договор без риэлтора очень сложно. Люди очень опасливо смотрят на любые договора. И, соответственно, риэлтор говорит, что да, вот типовый договор, он защищает тебя от многих махинаций. Но если ты арендуешь квартиру, владелец его не подпишет, владелец будет бояться этого договора. И только если я, риэлтор, приду и покажу этот договор, владелец будет спокойно его подписывать. Также он объясняет и владельцу то же самое. Соответственно, он дает понять, что он не просто человек, который подбирает вариант, он человек, который лишает головной боли и находит консенсус, взаимопонимания двух сторон. Четвертый кейс – это средства по уходу за обувью. На своем сайте ребята разместили PDF, в котором описывается, какими натуральными средствами можно придавать обуви блеск, можно сохранять качество в холодную погоду, в дожди и так далее. Опять же, этот чек-лист можно было скачать, оставив email или в мессенджере. После того, как человек скачивал, начиналась опять же триггерная рассылка по времени года. Какая сейчас погода, сейчас дожди начинаются или сейчас сезон снега, соль на улице будет, вам необходима вот такая защита, вот такое средство, дополнительное средство. И дальше просто они начинают в зависимости от погоды на улице, в зависимости от того, что происходит в стране, они начинают слать информацию, что позаботьтесь о вашей обуви, позаботьтесь о вашей обуви. И пики продаж наступают как раз тогда, когда первые снега, когда снега сошли, когда начинается жара, когда начинаются дожди. Во все эти периоды у них огромные всплески продаж, потому что в это время приходят письма. Кстати, рекламу можно показывать еще и в зависимости от погоды за окном у твоего клиента, у твоего пользователя. Об этом я рассказываю в одном из дополнительных блоков своего большого курса. Кейс пятый – это умные браслеты, которые отслеживают твой пульс и множество параметров твоего организма. Ребята создали мини-тест, где они предлагали, значит, человеку там замерить свой пульс, поприседать, замерить еще раз, а дальше ему нужно было оставить свой контакт, чтобы они ему прислали рекомендации по состоянию его сердечно-сосудистой системы. Получив контакт, они ему начинали рассказывать о разных функциях этого браслета в зависимости от состояния его здоровья. Если у человека было плохое состояние сердечно-сосудистой, они ему давали информацию, что эти часы помогут вам сохранить здоровье, помогут контролировать пульс, помогут контролировать еще какие-то другие факторы. Если хорошее, они ему рассказывали, что эти часы помогут тебе поддерживать твое здоровье, при беге, например, при занятиях спортом будут контролировать твой пульс и так далее. То есть они разные функции, разные кейсы применения своих часов просто слали с периодичностью раз в неделю. И они потом замерили, что пик продаж приходится на 6-ю неделю от момента подписки. То есть 6 недель человеку необходимо на осознание того, что ему нужны эти часы. Сразу же, например, то есть сразу в лоб пришли на страницу, купили, покупало, насколько я помню, 2% посетителей сайта. Через 6 недель покупало еще 5% посетителей сайта, то есть суммарно 7%. Если же бы они не внедрили эту автоматизацию, то купило бы всего 2%. Уверяю тебя, в любой сфере можно внедрить автоматизацию маркетинга. Нужно только подумать об этом, подумать о том, как получить контакт и что потом слать. Смотри следующий урок, там я сделаю главный вывод за сегодня.